Девочки, мальчики, всем привет! Я все еще на больничном, но ничего страшного, мне уже лучше, но я еще кашляю. Смотрите, кто у меня есть. Ароматный товарищ, лавруша. Девочки, я в шоке. Это мое первое домашнее цветение этого фаленопсиса. Он такой забавный, и мне очень нравится, как он пахнет, как он ароматит. Действительно какой-то копченостью, не то рыбной, не то каким-то колбасным изделием. Но больше, наверное, все-таки дымком, копченым сыром. Класс вообще. Как там ваши дела? Как ваше самочувствие? Надеюсь, что вы уже в строю, в отличие от меня. Ну, я всегда болею дольше всех. Это моя особенная особенность. Ой, сейчас пойду попью чаек. И я девчонкам обещала... Девочки, тут еще второй цветонос есть. Я девчонкам обещала показать бананку. Сегодня я на нее так посмотрела внимательно и вспомнила, что Аня, ты же обещала показать девочкам фаленопсис бананорама. Идемте глянем. Он такой немножко странный. Кстати, у нас сегодня... Сейчас я вам покажу. Я вам покажу. У меня тут стирка висит. У нас сегодня солнечно. Солнечно. Видите, в Одессе какая погода? Солнечная. Слушайте, посмотрите, какой у него цвет. Обалденный. Видите? Здесь просто переливы. Девочки, я переключилась, потому что это надо рассматривать. Эту красоту надо рассматривать вообще под лупой. Дело в том, что забрала его с полочки, на которой он там стоял, и никто его не видел, на стеллажике. Запрятанная такая красота горчичная. Ну как можно такую красоту прятать от своих глаз? Я вчера поливала, думаю, заберу-ка я его. 2 цветоноса, здесь только 3 бутончика, а вот здесь побольше. Так, это все новые цветоносы, да, это все новые цветоносы. Такой клевый, такой клевый. Девочки, целый коробень у меня стоит макулатуры. Что-то в школе не собирают макулатуру, а у меня уже собралась. Надо будет вывести. Так что, девочки, смотрю на него и прям захотелось меда. Меда, чая с медом. Прям вот он такой медовый-медовый. Классный. Взяла, ребята, моя вот эта красавица. Так мы не определили, кто это. Было много версий. Вот эта, которая на дуге. Из моего последнего обзора из эпицентра. Такая крупноцветковая. Но она, видимо, давно уже цветет. Поэтому начала отцветать. Но пока... Я вчера ее поливала. Сегодня с утра вылила воду, не стала оставлять. Но пока она, ну, как бы вроде отцвела, цветонос еще живой. Я его как бы не трогаю, хотя очень можно продлить цветение, обрезав вот первая почка, вторая, третья. Ну вот третья хорошая. Можно вот до этой почки можно обрезать и тем самым как бы активировать вот эту, смотрите, уже в принципе слегка живую почечку, да? В общем, надо обрезать. Пойдемте ее обрежем и посмотрим на бананку. Обожаю вот так смотреть на свои стеллажи. Ну, давайте среди этого великолепия найдем бананку. Она здесь. Девочки, выполняю вашу просьбу. Показываю вам эту красоту. Это первое цветение. Ну, как-то так. Я недавно смотрела видео Марины из Кривого Рога. Она рассказывала свои впечатления от метушной панды. И вот приблизительно такие же впечатления у меня от бананорамы. Ну, это первое цветение. Оно очень такое, видите, ну, мимимишное. 2 бутончика. И сам цветочек очень мелкий. Честно говоря, я не знаю, будут ли они такие мелкими впоследствии. Ну, блин. Такое себе. Пластиковое чудо. Интересное.
Ну, я говорю, на видео у девчонок я видела это намного ярче, красивее. Явно она будет долго держать цветочек, потому что она как пластиковая такая, восковая. Ну, очень долго я ждала, пока она откроет свои цветочки. Она открыла и вот так вот. И я так понимаю, что она... Я, кстати, недавно обнаружила, что она подсохла. Я ее пролила, она сейчас влажная. Вот корешки растет там, немногочисленные. Очень долго она адаптировалась. Но я надеюсь, что, может быть, я рассмотрю в ней впоследствии что-то замечательное. Но пока, девочки, это вот так выглядит. Что скажете? Размер цветочка, ну, наверное, сантиметра 3. Ну, очень странно. На фото садовника это как-то более многообещающе выглядело. Ну, такая губа у нее интересная. И мне кажется, что каждый цветочек будет индивидуален. В общем, вот так вот. Посмотрите внимательно. Напишите про свои бананорамы. Так же она называется, да. Бананка ее называют, бананорама. Фаленопсис бананорама. Она куплена в размере 1,7. И она очень долго наращивала эти несчастные листики. Ну, такая. Корешки тоже так вот долго растила. Ну, прикольные девчонки. Вот такая вот красота. Так, осталось теперь обрезать вот эту красоту. Так, договорились мы, что вот до этих пор обрежем. Я не думаю, что она будет доращивать. Похоже на то, что уже здесь начнет сохнуть. Ждать, пока высохнет. Да что его ждать? Вот так они формировали, видите? Загибали цветонос голландцы. Так, вот до сюда где-то, а тут выше тоже почка есть. Так близко почка, но я вот так, наверное, отрежу по тот уровень. Сейчас я найду свой агрегат. Ушло солнышко, с утра было здесь покрасившее на кухне. Вот, девочки, ну вот эта почка. Чуть выше сделаем вот так. Что будем делать со срезом? А мы можем перекись брызнуть. Лимаша, привет. Сейчас я найду перекись. Вот у меня перекись есть всегда под рукой. Сейчас мы это дело забрызгаем. Девочки, сейчас еще собираюсь попить чай и отправиться в Таврию за покупками. Уже все позаканчивалось. Так, эти, наверное, фиксаторы я вот здесь... А, нет, эти... Здесь толстый цветонос не фиксируется. Ладно, оставлю прямо на дуге. И отправлю ее на ее место. Я думаю, что скоро уже будет потеплее и на лоджии будет больше света. Так, я сейчас еще вам хочу показать своего биглипчика Вали, который... Так, это мы выкинем. Который вот в этом году так красивенько цветет. Но вот так красивенько цветет. Посмотрите, какой он выдал спиннер. И по опыту других фаленопсисов, думаю, что этот спиннер долго не продержится. Не знаю, что будет на этом бутончике. Но вот такая вот неожиданность. Без губы, без вот этой красивой и без, скорее всего, петалей. Такая вот интересность. Бутон открылся и здравствуйте. Да, но это вообще мелюзга. Посмотрите на нее. Ну, девочки, на любителя. Вот у меня всегда, многие, я знаю из вас, если не нравится, все, сразу, ну, как бы, отправляют куда-то в продажу, там, отдать, подарить, продать. Я не знаю, вот она вроде чудная, я смотрю на нее, но мне все равно не хочется от нее избавляться. Мне кажется, что у нее будет какая-то
интересность в следующем цветении. Может быть, много таких кракозябриков. Девочки, напишите, что она такая маленькая, что они вот не растят большие цветочки, вот такие маленькие, или мне как-то не повезло. Так, что тут у меня еще? Еще у меня открылась такая, я вам показывала вот этого биглипчика, он уже полностью открылся. Мини-биглип зебра. Красивый такой. Девчонки писали, что он там ароматит. Не, ну я аромата у него не чувствую совсем. Красавчик. Это цвета, это мои каменный тонок. Stone Dance. Танец на камнях, каменный танец. Нет, скорее всего, танец на камнях. Но он тоже долго держит. И вот распустила первые бутоны, открыла моя вот эта вот красота. Большую ветку в этом году дала. Минск, как ее называют? Подождите, нет, не Минск. Будапешт, Бухарест, Хэппи Минха. Правильное название, Хэппи Минха. Какой-то Минха счастливый. И вот у него тут еще ответвление у этого Минха. В общем-то, он молодец. Так, и вот это хочу вам показать из новеньких, кто открылся красивенький, симпатичненький. Это вот все первые цветочки, первые цветения у малышей когда-то купленных. Посмотрите, какая интересность у меня открылась. Свои бутончики, тоже два, но они, конечно, побольше. И смотрите, каждая интересна по-своему. Это знаете кто? Это Браво Сара Голд на Happy Eagle. Вот так она у меня в таком виде. И с таким немножко ароматом, каким-то фруктовым. Не ярко выраженным, но интересным. Мне нравится. Такое типа, знаете, на кого похож аромат? Аромат чем-то похож на Shiny Girl. Shiny Girl вот тоже уже цветочек свой открывает. Что хорошо в Shiny Girl, в девочке, в этой красотке, она со временем, цветочки становятся более яркие. Смотрите, какая красота, да? И вот они чем-то, мне показалось, что они чем-то схожи. Может, у них там где-то предки схожи. Ну, они пахнут похожи. Аромат у них слегка похож. Ну вот нотки именно такие ягодные, интересные. Так, я вижу, что уже подсыхают, но еще там влажно. Ну а здесь у меня все по-прежнему. Открыла почти все бутоны парфюмерная фабрика. Девочки написали, что вроде как это Ascension. Вот она там у меня цветет и пахнет. Вот это моя ласточка тоже цветет. Нравится мне очень. Мой wedding dress цветет. Все как обычно. И еще один запрос удовлетворяю. Девчонки писали мне не один раз, про талумнии спрашивали. Девочки, ну вот помните, мы их засадили с вами в гидропонику. Ну сказать, что я прям довольна их развитием. Ну вот есть какие-то корешочки новые, листочки, но не у всех. Так, сейчас я вам покажу. Мне, конечно, хотелось бы, ну, чтобы они более активнее росли и развивались. Ну, писали мне, что лучше в триферм их высаживать. Ну, не знаю, что-то я засунула их в гидропонику. И вот только вот этот вот экземпляр, вижу, корешки новые пустил. Я наливаю водички, прям вот так половинку стаканчика, и там оставляю эту воду. И она очень быстро ими выпивается. Давайте посмотрим все. Ну, по-моему, не у всех такая радужная картина. Вот это был такой очень никудышний, так он и никудышным остался вариант. Корней я даже у него не вижу, но, возможно, есть. Ну, посмотрим, что из этого будет. Они все разные. Но мне кажется, что с гидропоникой не самый лучший вариант для талумни. Ну, мы же должны попробовать. Мы и попробовали. Сейчас просто не хочу их смыкать. Ну, вот это неплохо выглядит. Что там у тебя, красавица, с корнями? Так.
пока новых не вижу. Не, ну там что-то есть новенькое. Вон, видите, беленькие. Беленькие. Там еще мокро. Вот буквально я вчера или позавчера прям вот так наливаю в одну точку полстакана водички. Ну, вроде ничего. Я заметила, что они любят попить. Так, и здесь есть какие-то новые корешки. В общем, у меня особый случай талумни в гидропонике, а сверху мох. Так, еще одна осталась. Вот она. Вот она. Что у тебя? Есть новые корни? Ну да, есть, вон, видите? Вон они. Так, девчонки, вам показать. Вот. Ну, я так понимаю, что это уже свежий рост корней. Вот там они между камешками растут. Так что вот. Вот, посмотрите на мои талумни. Изначально это была самая дохлая. А сколько у меня их было? 4 вида, по-моему. А ну, подождите. Там какая-то отпала. Это yellow. Вот это самая дохлая. Это как... А, вот. Это 2 yellow. Вот это от этой была деленка. Отделилась, и я ее посадила отдельно. Ну, это достаточно такая, неплохо себя чувствует. Девочки, у меня вот такой эксперимент. Вот вы хотели увидеть, как они растут в гидропонике. Вот так они растут. Сверху живой мох. Он даже больше для того, чтобы фиксировать, если, например, вы полили, оставили, замочили, потом сливать, чтобы гидропоника не повыскакивала. Но я ничего не сливаю. Я вам говорю, я просто наливаю, наливаю до тех пор, пока не будет полстаканчика. И так я оставляю эти полстаканчика, через 2-3 дня уже в этих полстаканчика ничего. Ну, в общем, видите, через 2 дня уже там влажно, но уже воды нет. То есть они так быстро выпивают. Вот так вот. Добавлять надо обязательно удобрения, потому что в камнях у них питания никакого нет. Так что надо удобрять. В общем-то, вот так живут мои талумни. Как давно мы с вами их высаживали? Даже не знаю. Пару месяцев назад, да? В конце осени, наверное. Ну вот, развиваются. Гидропонику выбирала помельче шарики. Ну, растут. Надеюсь, что не загублю. В общем, вот такие вот дела. Что вам еще интересного показать? Мадонна моя цветет. Начала сушить листик. Ну да ладно. Кстати, она очень быстро просыхает, хотя и в закрытой системе. Вот моя Надежда. Все, она у меня росла в мхе, в ведре с мхом. Помните мою теплицу, ведро с крышкой? Это восстанавливалась моя с нуля. Моя фиолетовая королева. Ну, вроде ничего. Я ее засадила в гидропонику, она здесь растит корни. Вот новый корень идет. И основной корень, с которым она была посажена, вот он здесь. И вот сверху пошли корешки. Может быть, наверное, ей тоже надо было бы мха положить сверху, чтобы не пересыхали верхние корни. Но я что-то боюсь ее опять отправить на реанимацию. Потому что я боюсь, что я ей там этим мхом разведу сырость. Так, вот это моя бабочка, которая не хочет расти, не дает листьев, ничего. Вот так как вышел лист, так и сидит. Так, вот это несчастье. Не живет, не умирает. Вот такой вот кракозяблик с какой-то странностью из точки роста. В общем, не знаю, может даст детку, посмотрим. Так, моя каменная роза а-ля пилоричная, возможно. Похоже, питали ее напитали и бабочек слегка. Еще держится. Это моя красотка. Тоже она мне очень нравится. Ну вот, вроде влажно у нее, да? Даже есть маночка, а корни уже сухие. Надо ли поливать? Это Формоза Крэмбери. Я не поливаю, только полью и все.
и манка начинает буйствовать. Надо слегка просушить. Ну, нормально так она цветет. Красивеньким таким кустиком. Но это вообще нежная такая, интересная. Так, ну и здесь на нижней полочке у меня моя сангвинелла красавица, моя кобра, зенгмин кобра, красотуля, моя красивая, ой, как ее, господи, Наре, Розетта, вспомнила, Розетта, дала 3 бутончика, и вот так она их интересно сформировала, видите? Такая вот красивая. Боже, мы все кашляем, девочки. И 2 цветочка на моем биглипе. Как он называется? Ну, в общем, красивый биглип. Нравится он мне очень. Так и держит, долго держит. Остальные в этом сезоне пропускают. Так, девочки, еще хочу вам показать, кто у нас по хоечкам. Все-таки я уморила. Эту свою хою залила. Это хвост русалки. И я, знаете, чем хороши хои? То, что их можно почеренковать. Я вовремя бросилась. Это альба-маргинатная красавица. И вот у меня получилось, по-моему, 4 черенка. 5-й не выжил. И вот все здесь заняты наращиванием корней. Да. Долго, потому что зима. Но что-то там наращивается. Видите, корневая. Уже можно и высаживать. 3, 4. В общем, короче, я залюбила, залила. Уже можно высаживать. И думала, что, наверное, не получится и корней нарастить. Ну, вроде как получается. Показала вам сразу, что у меня тут происходит с моей любимой хоечкой. Ну, надеюсь, что я когда в грунт посажу через пару дней, вот когда будет у меня настроение, надо водички добавить, то они начнут хорошо расти. Как раз тут 4 у меня стаканчика. Вот в эти стаканчики и высажу. Бывает и такое. Боялась, что вообще сгниют в воде при наращивании. Ну нет, все нормально. Ах, хвост русалки, хвост русалки. Так, здесь моя радуга биглип цветет красиво. В общем, все хорошо. И странная вот эта бабочка. Не знаю, что это за бабочка, но странная. Но вот эта бабочка мне очень нравится. И мне нравится, что она любит, это 50-17, да? Или сколько? 50-17, да? И она такие каскады у девчонок растит. Прям супер. Красавчик мой водопад. В общем, все молодцы. Змеиная кожа. Тоже красоту. Ну и этот, который выздоровел и не стал бабочкой. Такой желточек у меня теперь есть на полочке. В прошлом году не стал бабочкой. И в этом году не стал бабочкой. Спот леопард. Метелик. Ну, не захотел. Выздоровел. Ну, ладно. Такая зато получилась крупноцветковая желтая орхидея. Кстати, срезала цветонос. Она засушила, моя сказка. И, девочки, она, смотрю, вот этот начала хорошенько быстро развивать. То есть она собралась цвести. Такая вот красота. Я думала, что все в этом сезоне, все, нет. Она еще будет. Бананка возле нее тут растет. Что скажете насчет бананки? Какие ваши впечатления? Мне она чем-то напоминает какую-то пчелку. Пчелку Маю. Ну, прикольная. Конечно, многие рассуждают, что зачем такое иметь в коллекции, занимает место. Ну, девочки, но она же классная, интересная. Так, доцветает моя Пинлонг Черри.
ароматит здесь. Сапфирчик мой цветет, молодец. И вот второй цветонос у него там, видите, параллельно гонит. Моя анаконда горделиво здесь восседает в одиночестве. О, давно вам не показывала своего болящего, который пошел в гидропонику. Вот, на восстановление. Нигде не хотел расти. Это, к слову, о гидропонике. Это мой попугаю, который постоянно, ну, вообще, гнивал корни, пытался цвести, скидывал корни вообще. Но в гидропонике у него хорошо наросли корешки. Он сразу же в гидропонике восстановил тургор, которого у него не было. И за несколько лет вот впервые более или менее зацвел. И вот даже сейчас смотрю, что собирается продолжать свое незатейливое цветение. Но что мне не нравится в нем, что он со временем, видите, так тускнеет. Когда он открыл только свои бутончики, он, конечно, был яркий. Ну, теперь вот такой. У кого там здравствует, хорошо себя чувствуют попугайчики, расскажите. Но вот мы пока в гидропонике, тьфу-тьфу-тьфу, неплохо себя чувствуем. Меня это очень удивило, прям порадовало, потому что сколько мы с ней переезжали, сколько мы меняли разных посадок. Мы даже открытую систему пробовали, но ничего из этого не вышло. Теперь у него такой хороший плотный лист. Надо только его с каждым поливом угощать водичкой с удобрением, потому что камни есть камни, еще влажный. Ну, теперь вот я рада, что он нормально себя чувствует. И точно так же я переживала за свою орхидею первую. Но я единственное, что ее в кору посадила. Она тоже поскидывала корни. Но вот в этом горшочке она тоже неплохо начала растить корешки и даже зацвела. Такая вот. Ой, вот этот крупноцвет неплохо себя чувствует в закрытой системе. Надеюсь, что с каждым годом он будет лучше цвести, обильнее. В том году это было 2 цветочка, в этом году это уже 4 цветочка. По-моему, это Виктория, да, девчонки? Классно. Желточек тут у меня такой вот от аллюры мелкашный. В том году был крупнее, потому что был один. Ну, он там немножечко мне не нравится, как себя чувствует, потому что куст вот с самого начала был такой вот нежизнеспособный. Ну, посмотрим. Так, моя хатуюки давно отцвела. Надо уже ее пересаживать. Ну, как-нибудь соберемся. Вторая хатуюки пинк у меня расцвела. Сейчас я вам ее принесу и покажу, и на этом закончим наше видео. Так, вот здесь, кстати, я после того, как обрезала Аннушке ее ужасное цветение непонятное, она разбудила почку. Так, иду за хатуюки. Девочки, несу хатуюки. Она у меня на другой полочке стоит. Хочу с вами рассмотреть ее поподробнее. Только 2 цветочка открылись, но такая забавная. Смотрите, вам будет видно вот так, да? Не на свету, вот так. Вот та, которая белая, она тоже прикольная. Но вот не случилось так, чтобы они вместе цвели, потому что эту я позже купила. Она такая, а давайте посмотрим. У нее тоже такая же похожая губа неоновая. Так, а ну как вам показать? Ой, от окна уже мало света. Ну, классная. Тоже такой прямо стоячий цветонос, потому что это же гибрид с пульчеримой. Такая няшная и тоже не пахнет. Хотелось бы, чтобы обе зацвели. Интересно посмотреть. Она ко мне же приехала в конце осени, да, насколько я помню, не подписала. И она приехала уже с цветоносом. Но еще без бутончиков. Она у меня бутончики нарастила. Такая прикольная. Так, надо уже разворачивать сезам. У меня там еще 2 бутона. Смотрит в окно. Вчера девочки тут делала полив.
потому что обнаружила, что моя майя вообще листья потеряли тургор. Я вот так прям подняла этот лист, он прям был без тургора. Представляете, так пересохло. И я и Леодоре налила. Кстати, Леодора вот у меня на 4 бутончика тут цветет. Смотрит в окно. Я здесь не чувствую ее запах. Надо все-таки обрезать, чтобы она это ответвление начала продолжать. В общем, я вчера вот это прям листья, мне вообще показалось, что как будто как она может подмерзла от окна. Ну вот да, мне кажется, что как отек. Я так завернула немножко как наверх. И Майя немножечко листики вернули тургор. Полила, немножко водички осталось здесь. И все пролила, а этому красавцу оставила прям много воды. И вот еще горшок утоплен. Думаю, что через 2 дня уже будут только ножки в воде. Тоже любители попить. Надеюсь, я не перестаралась. И аладдинчика полила хорошенько. Короче, весь подоконник полила. И хотела вам показать, что мой красавчик... Боже, ну вот этот красавчик 2 бутона доращивает. Биг Бэнг. Большой взрыв. Вот помню, что большой взрыв, а не могу вспомнить, как на самом деле он... Вот у него 3 бутона, да, 3 цветочка, потом вот он сейчас еще 2 доращивает. Ну, как-то что-то он у меня не особо много растит цветочков, но он симпатичный. Так, это моя белая в плагроне. Была в открытой системе, теперь в плагроне. Вчера я, конечно, бахнула ей там воды. Вода еще немножко стоит. Ну, думаю, скоро выпьет. Вот этот мой Роттердам, красавчик, прям облачко. Я вам рассказывала, что это все от вот этого нового детеныша. Детеныш, который вырос, детка, дала 2 цветоноса, и вот так вот пышненько это все смотрится. Так, здесь вот бутончик доращивает мой пилорик. Он такой жиденький. Я прям такие боюсь. Мне кажется, что вот-вот-вот с ним что-то может произойти. Корней он нарастил, но вот эта вот голая шея, не знаю, посмотрим. Но вот лист вырастил у меня новый. Посмотрим. Они в жару приехали, там несколько орхидей пилоричных приехала в жару в очень плачевном состоянии. Так, ну вот это сезам на пол подоконника, естественно. Здесь начал сушить цветонос, видите? И здесь только 1 бутончик. Такое себе. Такое себе. Ну, а эту я вам показываю постоянно, мою Монтрё. Она на конце цветоноса сдала полупилоры и стандарт. И вот еще парочку бутонов готовит, что там будет непонятно. А первые шли пилорчики. Такие вот. А может, это трилипсики? Девочки. Или это пилорчики? Наверное, это все-таки пилорчик. Так, ну и тут розовый дракончик. Я его так называю. Красавчик. Всегда цветет. Моя Хани, да, или как она называется? Хазард в этом году вообще ни живой, ни мертвый. Выдал новый цветонос и 3 бутона, которые он не может никак развить. Стоят на месте. Я в шоке. Вот перестал наливать бутоны. Прям так медленно-медленно. Эти 3 несчастные цветочки. Дофига у него корней, все у него хорошо. Хорошая розетка. А цвести как-то не случилось в этом сезоне. Ну, а этот, конечно, Монтрёха молодец. Ну, вот и молодец. Вот такой вот казус. Ну, ничего. В общем, вот так, друзья мои. Короче, показала вам вот эту хатуюки обалденную, розовую. Тоже вместе с той хатуюки претендентка на пересадку. Видите, сколько она растет корней? И вот сейчас цветет, и вот корневой рост есть. То там, то сям корень растит. Уже забитый горшок прям вообще. И листик растет, и все растет. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Кушайте витаминки. Я сейчас тоже пойду в магазин, попью чаек, схожу в магазин.
О, второй бутон открылся. Все никак с вами не расстанемся. Второй бутон Black Piano. Вот это вот первый. Вот такой вот. Давно уже открылся. А второй как-то дольше открывала. Вот только буквально вчера расщелкнула. Такая вот дамочка. Ну и Pink Piano здесь рядом. Все думаю, избавляться от него или оставить. Оно прикольно. Он такой крупный цвет. Не знаю даже. В прошлом году кто-то мне из девочек писал, просил, хотел приобрести. Не знаю. Я все время думаю. Мне все время не то, что жалко, но я все время думаю, ну это же тоже красивый такой цветочек, хоть он и стандартный, но зато он такой вау-эффект имеет. Ну, конечно, этот бесспорно прекрасен. Девочки, а чего там вы мне писали, что, может быть, это не Black Piano, может, это другой сорт? Но они же вот такие Black Piano. Есть похожий сорт на вот такую. Тоже вот сорта похожие есть. Но я покупала как Black Piano. Девчонки, напишите, что это может быть не Black Piano. Не знаю. Вот еще жду тут два бутончика красивых. Должны скоро открыться. Все, друзья мои, всех обнимаю. Вам такую на сгадку оранжевую красоту от Ирен Добкин. Она там тоже начудила, конечно. Без петалей цветочки. С неразвитыми петалями. Но у нее такая оранжевая серединка, прям огонь. Здесь чего-то не хватает. Короче, на каждом цветочке чего-то не хватает. Такая забавная. Она мне очень нравится. Смотрите. Такая мелкашка, но очень... Почему-то я вижу ее более огненной. А это освещение, она становится какая-то не такая яркая. Так, лиолин мой тоже оранж уже отцветает потихонечку. Кто-то отцветает, а кто-то еще радует. Все, друзья мои, всем пока. А вот лиолин кидается бутонами. Не бутонами, а цветочками. Все уже, все, цветает. А это детка, кстати, вот этой желтой. Вот она, которая здесь. Вот это ее детка. Она будет кому-то предложить эту красоту. Она у меня в плагроне. Ну, вроде так ничего. Корни вон растит. Нормально. В плагроне тоже хорошо сидит. Даже процвела в этом году на один бутончик. Все, пока-пока. Все, жду, пока у меня эта кочерышка засохнет. А она не сохнет. У шелерианы. Потому что я знаю, что если она сама не сохнет, она может такая дать детку. Такое у них тоже случается. Я бы, конечно, хотела, поэтому не трогаю. Не спешу ее обрезать. Жду, пока она сама решит. Так, и вот эта красота. Мне очень нравится. Тоже, кстати, уже желает отцветать. Так мне показалось. Все. Всем пока-пока.